Привет всем, друзья! Ну вот, собственно, так происходила укладка ламината в нашей кухне, гостиной. Подробно я снимать ничего не стал, потому что, никаких особенностей нет. Просто положил подложку и просто уложил ламинат. Единственный момент, что мы укладывали его по схеме, как она правильно называется, не знаю, как кирпичная кладка. И такая укладка подразумевает больше обрези. Поэтому, когда вы будете покупать ламинат, если вы захотите укладывать его точно так же, то закладывайте, наверное, плюс 15% к общей площади. А так, в целом, все достаточно просто. Ну и давно не выходили у нас уже видео про ремонт, и связано это с несколькими причинами. Во-первых, начался летний сезон и куча работы у нас на даче. Вот я недавно выкладывал видео о том, как мы делали там ворота, потом я сделал там калитку. В общем, глобальных работ пока на даче тоже никаких не ведется, поэтому снимать особо нечего, но постоянные какие-то мелкие процессы, они идут и отнимают достаточно много времени. Плюс, конечно же, это основная работа, приходится на нее так или иначе ходить и делать дела, чтобы бабулечки капали. Вот. Ну и бабулечек этих как раз таки не всегда хватает на то, чтобы здесь, например, делать глобально ремонт, продолжать. Но потихоньку работы в квартире тоже все-таки ведутся. Сейчас расскажу, что было сделано, какие небольшие, так скажем, работы и о наших новых покупочках. Установил я дверь в детскую комнату и в нашу кладовку. В кладовке уже успел сделать наличники, а тут пока еще не дошли руки. Также прикупили мы в детскую комнату шторки. И теперь она выглядит у нас вот таким образом. В нашей гостиной же я зашпаклевал уже все стены. Вернее, почти все. И пока на этом процесс остановился, и очень даже хорошо. И дальше вы поймете, почему хорошо. Также небольшие работы прошли на кухне. Обшил гипсой все стены, чтобы не штукатурить их и не выравнивать. Так как оказалось гораздо проще. Швы уже все прошел. Повесил там вот микроволновочку, о ней я расскажу чуть позже. Ну и будем скоро делать второй ряд кухонных шкафов. Потому что на кухонный гарнитур новый мы пока еще не наскребли. Так, ну и некоторые изменения произошли в нашей кладовке. Сейчас откроем и посмотрим, что там случилось. А случился у нас здесь морозильник или морозильная камера марки Бирюса. Вот такая вот морозилочка на 1, 2, 3, 4, 6 ящиков. Нижний чуть поглубже. Эти одинаковые все. И верхний тоже он как бы чуть-чуть поглубже за счет того, что вот здесь получается потолок сам повыше. Достаточно простая модель, там без подсветок, без всего, но зато с ноуфростом, то есть не нужно думать о его разморозке. Вот. Купили мы его на Яндекс.Маркете, у них есть такая функция, типа как в рассрочку, Яндекс.Сплит там получается, создается. То есть можно оплачивать частями, это там примерно где-то на месяц, полтора-два, может быть, растягиваются платежи, платятся они равными долями, сумма получается точно такая же, как если бы вы купили его сразу. Плюс, если у вас появились там деньги раньше, чем вы планировали, например, или вообще как-то просто они появились, вы можете спокойно закрыть этот сплит, и не платить, соответственно, дальше частями, просто заплатить всю оставшуюся сумму.
Ссылочку на этот холодильник оставлю в описании под этим видео, морозильник вернее. Цена как бы вот среди многих-многих вариантов достаточно приемлемая. Отзывы по нему, конечно, разные. Многие пишут, что вот он гудит сильно и так далее. Вот сейчас он включился как раз. Ну, я не знаю, может быть он, конечно, и гудит, может быть, конечно, и сильно, но бывают и посильнее гудят морозилки. А с учетом того, что он у нас стоит в кладовке, дверь закрыта, и даже пока мы спим в гостиной, и спальня наша не готова, но он не доставляет нам никаких неудобств. Поэтому, в общем, достойная модель, как альтернатива, не знаю, морозилки обычной. Ну, нам не хватает, честно говоря. Нам, морозилки наши, там достаточно большой холодильник у нас бошевский, нам морозилки то и не хватает, потому что много заморозок, много ягод, мяса мы покупаем обычно там. Ну, не знаю, еще чего-то там, в общем, с огорода сейчас куча всего пойдет. Поэтому давно мы хотели, еще когда жили в старой квартире, но в старой квартире никак не было вообще места, чтобы подобную штуку где-то поставить. Я уже думал и Ларри морозильник купить, может быть, увезти его на дачу, там поставить, но там периодически, опять же, отключается электричество, фиг знает, что там с ним будет. В общем, не очень хорошо это. Поэтому сейчас есть вот место у нас, и был он приобретен. Ссылка на него, еще раз скажу, будет в описании. Если вы еще никогда не пользовались ранее Яндекс.Маркетом, то ссылочка на сам Яндекс.Маркет будет в описании. И если вы по ней перейдете и скачаете Яндекс.Маркет, то вам на первый заказ от 3000 рублей будет скидка на 500 рублей по промокоду NEW, что-то там, ну, в общем, промокод напишу. Я недавно, кстати, выкладывал пост об этом в сообщениях, где он там, в сообществе на канале. И в связи с покупкой этой морозилки пришлось переделывать немного нашу кладовку. Штанга, как вы помните, у нас была на всю длину, от стены до стены. Она, в принципе, так и осталась. Снимать я ее укорачивать не стал. А вот нижняя полка, она была тут, ну, сантиметров на, не знаю, 20-30, ну, сантиметров на 40 длиннее. Пришлось ее отрезать, чтобы морозилка сюда встала. Здесь сбоку у нас стоит гладильная доска и сушилка для белья. И вот недавно я совсем говорил о том, что хорошо, что в гостиной стены у нас были только зашпаклеваны и ничего более. И это все почему хорошо? Потому что розетку, конечно же, под этот морозильник мы никогда не планировали, потому что раньше мы о нем и что-то не подумали, в общем, как-то так случилось. Тащить все провода по полу, розетка здесь вот есть в этой стороне, но делать опять удлинители, либо где-то там их, короче, в общем, все это бесит меня. Поэтому было сделано следующее. Вот у нас, получается, идет распред коробка на гостиную, на розетки. И от нее кабель я пустил. И вот немного там, наверное, видно. Проштробил, получается, с этой стороны под кабель штрабу. И кабель уже на сквозняк через стену вывел в кладовку. Ну а со стороны кладовки уже этот кабель поймал. Сделал стакан, соответственно, под подрозетник. Установил подрозетник, установил розеточку. Теперь она там аккуратненько стоит. Морозилка туда подключена. И все прекрасно работает. Ну и та же ситуация с нашей новой микроволновкой. Старая у нас сгорела. Я на самом деле не знаю, не возил ее в ремонт, где-то в шортах я выкладывал, как я менял предохранитель, проверял его, в общем. Понятно, что это на несколько дней, я уж там не знаю сколько, не считал, в общем, спасло, она поработала еще, но проблема не в предохранителе, то есть он перегорает по какой-то другой причине. Не было у меня желания, честно говоря, вести ее в ремонт, потом, конечно, я ее свожу и мы ее отвезем на дачу, скорее всего. Но в целом она уже устарела, как говорится, поэтому купили мы вот такую новую BBK. Купили также на Яндекс.Маркете. Как раз на ней и пробовали первый раз вот эту систему оплаты частями. Все поняли, что работает нормально, товар можно забрать, все можно вернуть, если вдруг что-то не так. В общем, достаточно простая микроволновка с основными функциями. Сколько-то там у нее есть программ каких-то, ну, специальных для приготовления. Есть функция разморозки, часы, в общем, все как обычно. На 20 литров вот такая достаточно простая штучка.
Стоит 5 что-то там с копейками, по-моему. В общем, ссылочку на нее также оставлю в описании. По ней отзывы, кстати, хорошие. Единственный косяк, ну, как многие пишут, это зеркальная дверца, и, соответственно, на ней покрытие не олеофобное, на ней остаются отпечатки пальцев, поэтому у нас всегда где-то тут есть тряпочка, которой можно протереть, ну, либо сухое полотенце, которой можно протереть эту дверку. А в целом все по красоте. Потом она встанет на это же место, только уже в нормальном кухонном гарнитуре, и будет прекрасно нам служить. Ну вот такие дела, друзья, у нас на этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Пишите обязательно комментарии, что вы думаете по этому поводу. Понравилось вам, не понравилось. Что сказать, не знаю. Скоро увидимся, потому что все-таки наши работы и ремонтные, и садовые идут, поэтому в любом случае я буду что-то снимать. Поэтому до скорой встречи. Еще раз спасибо за то, что смотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, конечно же. Всем вам огромной удачи и пока.